Всем привет! Это компания Pop Music. Сегодня мы рассмотрим синтезатор Roland Juno DS61. Это обновленная версия уже всем известной линейки Juno. При этом все звуки Juno DI в нем имеются, плюс обновленные акустические и электропианино, органы и другие концертные дополнения. Вы также можете скачать расширение звуков на официальном сайте Roland. Давайте послушаем, как звучит улучшенный звук акустического пианино. Чем всегда славились инструменты Juno? Качественным звучанием и легкостью в управлении. При этом Juno DS невероятно легкий, что немаловажно гастролирующему музыканту. Также он имеет возможность питания от батареек, и в нем есть звуковая карта. То есть не привязанные к сети, вы открываете ноутбук, подключаете к нему Juno DS и уже можете писать какие-то демо, при том, что тут есть вход для микрофонов с разными обработками, то есть вы можете записать полноценную песню. Это очень здорово. Давайте посмотрим, как здесь устроен выбор звуков. Перемещаемся курсорными кнопками вверх и попадаем в патч-банки, основные такие слоты. DS звуки, пресетные, General MIDI, вот карты расширения, которые вы скачиваете с сайта, и юзер-банки — это измененные и сохраненные вами звуки. Также вот в таком виде вы можете их увидеть. То есть вот они, звуки DS, и пошел такой большой список патчей. Пресетные, General MIDI, EXP, User. Ну и основной патч, то есть все звуки, и драм-секция тоже распределенная по вот этим банкам. Это очень удобно. Помимо этого, также существует вот такая кнопочка Favorite и банк. У нас здесь 10 банков. На каждый из них вы можете сохранить любимый вами звук из категории и сохранить в нужном порядке. Давайте посмотрим. Вот, допустим, нажимаем нулевой банк. Он как первый будет. Favorite. И вот здесь у нас не стандартная установка, а PopKit и так далее. Смотрите, как легко это сохраняется. Мы выбираем банк, к примеру, второй. Выбираем нужный нам звук. К примеру, возьмем гитару. Вот, нейлоновая гитара. Мне надо, чтобы она была здесь. Я нажимаю Favorite, удерживаю и нужную клавишу. Все, он уже сохранен здесь. Вот. Следующий звук, к примеру, возьмем, Honky Tonk Piano. Сохраняем его, к примеру, вот сюда. Итак, Favorite, и у нас первый звук нейлоновой гитары здесь, Honky Tonk Piano на втором. И так вы можете сохранить 10 банков, в каждом по 10 нужных вам звуков. Вот, например, посмотрите, как здесь расположены категории и насколько легко здесь находить нужный вам звук. Все основные категории вынесены на основную панель. Вы просто перещелкиваете и выбираете нужный вам звук. Это очень упрощает поиск. Если вам нужен другой звук из этой категории, вы нажимаете Enter и попадаете в целый такой список. Также, если вам нравится больше через меню находить, кнопочками навигации вы можете передвигаться по тем же категориям. Если вы знаете точный номер нужного вам звука, нажимаете кнопку «Номерик»,
И, к примеру, ну, вот 0,12. Все, вы уже в этом звуке. Подтверждаете Enter. Также, к примеру, ну, 122. Это очень удобно. Давайте послушаем несколько звуков из вот этой категории Super Layer. Есть, допустим, вот такое приятное пианино. И так далее. Рассмотрим левую часть лицевой панели. Здесь у нас регулятор мастер громкости. Также есть отдельная регулировка громкости входящего сигнала микрофона, громкость фразовых пэдов, lower и upper. Это при использовании сплита. Lower — это левая рука, upper — правая. Либо в режиме dual, то есть два звука, которые вы можете между собой отрегулировать по громкости. Также вот такие 4 регулятора с кнопочкой Select, которая выбирает назначение на них. Когда горит индикация, вот здесь это кат-офф, резонанс, атака, релиз. Дальше идет микрофонный ревер, контроль мастер-эффекта, хорус делей, еще один ревер на инструмент и 4 назначаемых параметра. По умолчанию они назначены на эквалайзер. Также быстрый вызов импортирования сэмплов. Также этот инструмент может использоваться как полноценный контроллер для ваших DAW. Вы просто нажимаете и можете выбрать вот настройки. К примеру, вот стоит сейчас Logic. Очень удобно. Кнопочка вызова вокодера, либо автопитча, что удобно людям поющим, но, скажем так, не дотягивающим до такого серьезного уровня. Кнопочка Split, разделение клавиатуры. Причем, удерживая ее, вы можете легко назначить зону, где будет разделение. Это тоже удобно, потому что вам не надо специально для этого залазить вглубь синтезатора. Dual, наслоение, да, звуков. Такой раздел Super Layer, где множество звуков уже такие подготовленные с разными обработками, с какими-то дополнениями. Арпеджиатор. Тоже очень много разных рисунков и настроек этого арпеджиатора. K-Touch. Тоже чувствительность клавиатуры вы можете назначить очень быстро. И здесь же есть разные закладки всех точных настроек инструмента. Patch Perform. Очень быстро переключаетесь с одного режима на другой. Транспозер и понижение, повышение октавы. Проверим, как работают эти регуляторы. Итак, микрофон. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше громкость фразовых пэдов. Так, и, значит, мы включаем режим сплит. И здесь у нас пианино в правой руке. Режим Dual. Допустим, к пианино добавим какой-нибудь красивый пэд.
Давайте посмотрим, как работает арпеджиатор. Мы возьмем вот такой звук, hard lead. И включаем арпеджиатор. Классно, когда вы включаете арпеджиатор и попадаете сразу в основные настройки этого арпеджиатора. Это очень удобно. Вот первая настройка – это удерживание арпеджиатора. Сейчас, то есть он не удерживается. Вы отпускаете клавишу, и арпеджиатор выключается. Включаете. И теперь он будет включаться и выключаться только тогда, когда вы нажимаете кнопку арпеджио. А еще есть варианты настроек длительности. Четверти, восьмые, 16, свинговые разные длительности. Здесь большое количество 12 и так далее. Также вот есть, допустим, такой раздел, как длительность. Вот сейчас полностью открыт звук. Вот мы начинаем крутить этот регулятор, послушаем, что будет меняться. Также можно выбрать раскладку, когда вверх, вниз и velocity. Также на сколько октав будет раскидываться ваш звук и акценты. Помимо этого всего, также есть основные рисунки арпеджиатора. И здесь их тоже огромное количество. Мы видим замечательные прорезиненные подсвеченные пэды, и когда мы не в режиме Pattern Sequencer, они отображают силу нажатия на клавиши. Тем самым вы можете контролировать вашу игру. Итак, входим в Pattern Sequencer, и я могу сказать, здесь огромное количество уже заготовленных, качественных, модных рисунков, которые вы можете, кстати, использовать для своего творчества. Также вы можете записать, записывается это все очень просто, мы покажем вам, как это делается, и либо импортировать уже заготовленные сэмплы. Вот давайте попробуем послушать, допустим, такой рисунок. Имеется кнопочка Mute, и вы можете некоторые фразы на время выключить. А теперь давайте попробуем записать что-то свое. Мы выбираем звук барабанов. И запишем. Следующий пэд. Запишем бас. И вот уже под этот рисунок вы можете что-то сыграть.
этом инструменте есть функция вокодера. Как ее использовать? Нужно взять любой динамический микрофон вот с таким проводом с XLR на джек и воткнуть в разъем микрофон input. Имеется регулировка громкости входного сигнала, и теперь этот микрофон будет работать просто как обычный микрофон с обработкой. Раз, два, три, четыре. Мы включаем функцию вокодера. И вокодер начинает работать. Я пишу. Я не слышу. Не надо, я слышу. Да ко мне-то как быть? Попиши. Раз, два, три. Как использовать функцию вокодера на этом инструменте? Нет, нужно не взять как- любой. а он- Мы будем сейчас использовать функцию вокодера Нет, на этом скажи, что инструменте. в этом инструменте есть замечательный вокодер. Да. Вот.